Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие слитки. Слитки очень красивые, с такими вот лепесточками. Они рельефные, очень красиво смотрятся на ножке. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Данные слитки я вязала на размер ножки 37-38. Прежде чем приступить к работе, давайте разберемся с принципом вязания таких слитков. Изначально на резинку я набирала 49 петель и вязала резинку 2 на 1. У меня здесь 2 изнаночные, 1 лицевая петля. И далее сразу же я начала вывязывать раппорт нашего узора. Раппорт узора состоит из 16 рядов, но данные ряды повторяются. Смотрите, изначально вывязываем 8 рядов, вот эта вот фиолетовая полоска состоит из 8 рядов. А далее с 9 по 16 ряд повторяем эти же ряды, только располагаем листочки в шахматном порядке от фиолетовых. Если померить в сантиметрах, манжет мой составляет примерно 9 сантиметров. И далее, после того, как мы с вами вывязали вот этот манжет, мы приступаем к вывязыванию мыска. И именно длина данного мыска регулирует размер вашей ножки. Мысочек мой по длине примерно составляет 11,5 сантиметров. Это с убавлениями петель. Вот здесь вот в самом конце мысочка я делала убавление петель. Поэтому данный мысочек вяжем вместе со мной и в процессе вязания примеряем данную заготовку на ногу. То есть ваш мысочек до убавления петель должен закрывать полностью ваш мизинец. И после того, как вы убедились, что ваш мысочек закрывает ваш мизинец ноги, вы начинаете делать убавление петель. И как раз таки вот это вот расстояние для убавления петель закроет все остальные ваши пальчики. Получается, если вам нужен размер ножки поменьше, вы вяжете мысочек свой меньшей длины, чем у меня. И когда мы будем набирать петли по контуру нашей заготовки, у вас получится меньше петель. И, соответственно, размер слитка у вас получится меньше. Если вы вяжете данные слитки на больший размер ноги, именно длину вот этого мысочка вяжете длиннее, чем у меня до убавления петель. И, соответственно, когда вы будете набирать петли по контуру вашей заготовки, у вас петель получится больше. Именно с двух сторон вот данного мыска. И, соответственно, размер ножки ваш получится больше, чем у меня. Но так как плотность вязания у всех разная, спицы, нитки бывают разные, а ориентируйтесь не на мои количество раппортов, а примеряйте данную заготовку на свою ногу и регулируйте именно по своей ноге. После того, как мы вывяжем мысочек, мы вяжем подъем. Подъем у меня примерно состоит 2,5 сантиметра. Данный подъем состоит из 5 платочных дорожек. И после того, как мы вывяжем с вами подъем, мы вяжем цельно вязаную подошву и сшиваем данный следочек. Шов очень красивый и аккуратный получается. Надеюсь, что принцип вязания данных слитков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Не забываемте подписываться на канал и ставить лайк данному видео. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 49 петель. После того, как все петли набраны, приступаем к вязанию первого ряда узора нашего. И как раз первый ряд у нас будет начинаться с изнаночной стороны. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания снимается, не провязывая. Далее вяжем раппорт нашего узора. 2 лицевые петли, 1 изнаночная. Данные 3 петли составляют раппорт узора в ширину. Повторяем. 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые,
1 изнаночная. Далее вот эти вот 3 петли, 2 лицевые, 1 изнаночная, повторяете до конца ряда, пока у нас не останется на спице 3 петли. У меня на спице остается 3 петли, мы вяжем 2 лицевые петли, это петли симметрии. И последняя петля кромочная вяжется на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Приступаем ко второму ряду. Он у нас идет по лицевой стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 1 лицевая. Либо можно вязать просто все петли по рисунку. Как располагаются петли, так мы и вяжем. 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 1 лицевая. И так мы продолжаем вязать до конца ряда. Все петли вяжем по рисунку. Я, получается, провязала второй ряд, и далее нам нужно самостоятельно провязать 5 рядов, все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем на протяжении 5 рядов. 2 ряда, получается, мы с вами вместе провязали, 5 рядов вяжем самостоятельно, в итоге у нас будет провязано 7 рядов. Встретимся в начале 8 ряда. И после того, как мы вывязали с вами самостоятельно 5 рядов, у нас сейчас получилась вот такая вот резиночка, состоящая из 7 рядов. И далее в 8 ряду мы с вами будем вывязывать лепесточки. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее у меня идут 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. И по вот этой вот дорожке из лицевых петель мы будем вывязывать листочек. Спускаемся вниз на 7 рядов. Получается вот первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Вот в эту дырочку с 7 ряда мы будем начинать вывязывать наш лепесточек. Вводим крючок в эту дырочку, подхватываем с изнаночной стороны рабочую нашу нить и вынимаем вот такую вот длинную петельку. Набрасываем эту петлю на левую спицу и регулируем данную петлю, чтобы она у нас получилась на уровень вязания. Никуда эту петлю не перекручиваем, чтобы она лежала у нас ровненько. Далее спускаемся вниз уже на 6 рядов, вводим крючок, подхватываем с изнаночной стороны рабочую нашу ниточку, и получается у нас уже вторая вот такая вот длинная петелька. Делаем ее немножко меньше, чем было предыдущая. Далее спускаемся уже на 5 рядов вниз. Подхватываем с изнаночной стороны рабочую нашу ниточку, вынимаем длинную петельку с помощью крючка и делаем вот эту петлю, чтобы она была чуть-чуть меньше, чем была предыдущая. Спускаемся вниз на 4 ряда, обратно подхватываем рабочую нить, вытаскиваем петельку, набрасываем ее на правую нашу спицу и делаем ее немножко меньше, чем была предыдущая. Далее спускаемся вниз на 3 ряда, делаем вот такую вот петельку. Далее на 2 ряда спускаемся вниз. На 1 ряд спускаемся вниз. И у нас должно получиться вот таких вот длинных петель 7 штук. Далее вот эту вот петлю с этой же вот дорожки мы провязываем лицевой скрещенный. Далее я подхватываю вот самую длинную вот эту вот петлю, она у нас вытягивалась первой, набрасываю на все оставшиеся петли и спускаю. Вторую подхватываю вот эту вот петлю, набрасываю на все петли и спускаю. Теперь по счету 3-я петля, 4-я у меня идет, 5-я, 6-я и 7-я. Получается по очереди от самой большой до самой маленькой.
И у нас с вами получился вот такой вот лепесточек. Смотрите, чтобы петли лежали ровненько. Далее, после того, как мы вывязали с вами лепесток, провязываем 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. И следующей вот этой вот лицевой дорожки мы также должны вывязать лепесточек. Также спускаемся вниз на 7 рядов. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводим крючок в 7-ю дорожку. Подхватываем рабочую ниточку, и у нас получается вот такая вот длинная петелька. Регулируем ее на уровень нашего вязания. Далее спускаемся уже на 6 рядов вниз, обратно подхватываем нашу рабочую ниточку, вытаскиваем вот такую вот петельку длинную, на 5 рядов вниз, на 4 ряда вниз, на 3 ряда вниз спускаемся, на 2 ряда вниз и на 1 ряд вниз спускаемся и делаем последнюю нашу петельку. У нас вот получилось вот таких вот длинных 7 петель. Первая петля самая длинная, последняя петля самая коротенькая. Далее вот эту вот петлю, которая у меня находится на левой спице, я провязываю лицевой скрещенной. Подхватываю вот самую длинную петлю, она у нас была первая, которую мы вытягивали из 7-го ряда, и набрасываю на все оставшиеся и спускаю. Далее получается у меня по счету идет следующая 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот у нас с вами получился вот такой вот лепесточек. Смотрите, лепесточки у нас идут через каждых 5 петель. Далее обратно вяжем 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. И из вот этой вот следующей дорожки мы должны вывязать обратно такой же лепесток. И далее вы вяжете самостоятельно ряд до конца. Получается, 1 лепесточек мы с вами свяжем самостоятельно, 2, 3, 4 и 5. Получается, 5 лепесточков будет располагаться еще по этому ряду. Встретимся, когда вы самостоятельно довяжете этот ряд до конца. Я, получается, провязала ряд до конца самостоятельно. И у меня по этому ряду получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вот таких вот лепесточков. 2 мы с вами вместе провязали, 5 получается самостоятельно. После того, как мы с вами закончили вывязывать вот эту вот фиолетовую полоску, я сейчас отрежу ниточку нашу рабочую, присоединю ниточку серого цвета и буду такую же полоску вывязывать ниточкой серого цвета. Только смотрите, наши лепесточки располагаются в шахматном порядке. Обрезаем эту ниточку немножко длиннее, чем обычно, чтобы потом сшить этой нитью вот этот вот край. Вот этот вот кончик, когда набирали мы петли, можете спрятать самостоятельно по изнаночной стороне. Далее я провяжу 2 ряда ниточкой серого цвета. 1 ряд буду полностью вязать изнаночными петлями, 2 ряд буду полностью вязать лицевыми петлями. И после того, как я провяжу вот эти 2 ряда, я буду обратно вывязывать вот эту вот полоску для лепестков. Если вы вяжете все одним цветом, не 2, тогда вот эти вот 2 ряда, которые сейчас я буду провязывать, вам не нужно будет вязать. Присоединяю ниточку серого цвета, просто вот так прикладываю, ничего не фиксирую. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее я все петли провяжу изнаночными. Только смотрите, чтобы петли у вас не получились перекрученные. Вяжем все петли за правые стеночки.
Вот здесь вот, где мы вывязывали лепесточки, хорошенько подтягивайте свою нить, чтобы не образовывалось у вас дырочек в вязании. И таким образом довязывайте этот ряд до конца самостоятельно, все петли изнаночными серой ниточкой. Далее вяжем второй ряд, все петли лицевыми. Первую кромочную я снимаю петлю и далее провязываю все петли лицевыми. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Последняя кромочная петля изнаночной вяжется на протяжении всего вязания. После того, как мы провязали 2 ряда ниточкой серого цвета, получается, мы продолжаем вывязывать наш раппорт узора в высоту. 8 рядов мы с вами вывязали фиолетовой нитью. Далее с 9 по 16 ряд будет составлять наш раппорт узора ниточкой серого цвета. 9 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 1 изнаночная. И так мы вяжем до конца ряда. 2 лицевые, 1 изнаночная. В самом конце у меня остается 3 петли. Вяжем 2 лицевые петли, это петли симметрии, и кромочная. И далее получается 6 рядов, начиная с 10 по 15 ряд включительно, мы вяжем все петли по рисунку. Как они у нас располагаются, так мы и вяжем. У нас вот такой вот резиночкой будет провязано 7 рядов. Получается 6 рядов вяжем самостоятельно все петли по рисунку. Я провязала 6 рядов самостоятельно. В итоге у нас с вами получилось вот такой вот резиночкой провязано 7 рядов. И теперь мы с вами в 16 ряду начинаем вывязывать лепесточки. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 2 изнаночные петли. И из вот этой вот дорожки я буду вывязывать первый мой лепесточек. Спускаюсь, получается, на 7 рядов вниз. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд. Ввожу крючок в 7 ряд, подхватываю с изнаночной стороны рабочую ниточку, вытаскиваю вот такую длинную петельку, переношу ее на правую спицу и регулирую, чтобы она у меня была на уровень моего вязания. Далее спускаюсь уже в 6 ряд. Также подхватываю рабочую ниточку, вытаскиваю вот такую вот длинную петельку и делаю так, чтобы она была чуть-чуть меньше, чем была первая петля наша. И так получается, у нас должно получиться 7 петель. Вот у нас получилось с вами вот таких вот 7 петель. Далее вот эту вот петлю, которая находится на левой спице, я должна провязать лицевой скрещенной. И далее я вот набрасываю поочередно, начиная с первой петли, все эти 7 петель и спускаю. Вторая петля, третья, четвертая, 5, 6 и 7. У нас с вами получился вот такой вот лепесточек. Далее провязываю 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. И далее вот из следующей лицевой дорожки я буду вывязывать обратно лепесточек. Спускаюсь вниз на 7 рядов, ввожу крючок в 7 ряд, вытаскиваю первую петлю, набрасываю на правую мою спицу и регулирую ее так, чтобы она была на уровень вязания. Теперь в 6 ряд, 5 ряд, 4, 3 ряд, 2 и 1.
Обязательно смотрим, чтобы у нас вот эти петли лежали ровненько, не были перекрученные. Далее вот эту вот петлю с левой спицы я провязываю скрещенной лицевой. Теперь подхватываю первую, самую длинную петлю и набрасываю на все следующие петли и спускаю. Вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую. И вот такой вот в итоге лепесточек у нас с вами получился. Довязываете ряд до конца самостоятельно. Следующий лепесточек у нас также будет располагаться через 5 петель. Мы с вами провяжем самостоятельно один лепесток, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В итоге у нас в этом ряду получится 8 лепестков. Довязывайте ряд самостоятельно до конца. Мы, получается, довязали 16 ряд. Вот эти вот 16 рядов, не считая вот эти вот два ряда, когда мы переходили на ниточку другого цвета, являются раппортом узора в высоту. Далее, получается, я буду присоединять ниточку обратно фиолетового цвета. Прикладываю нить фиолетового цвета, первую петлю провяжу лицевой, так как у меня смена цвета идет, и далее все петли я провяжу изнаночными. Довязываем ряд изнаночными петлями до конца, самостоятельно. Один ряд мы с вами провязали нитью фиолетового цвета. Теперь провяжем еще второй ряд, все петли лицевыми, также ниточкой фиолетового цвета. Таким образом довязываем ряд до конца самостоятельно. Два ряда нитью фиолетового цвета я провязала, и теперь начинаем вязать обратно наш раппорт узора, начиная с первого ряда. И первый ряд, как мы помним, идет по изнаночной стороне. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее начинается раппорт узора. 2 лицевые петли, 1 изнаночная. 2 лицевые петли, 1 изнаночная. И таким образом мы вяжем до конца ряда. В самом конце у нас останется 3 петли, 2 петли мы вяжем лицевыми, это петли симметрии, и 1 кромочная вяжется на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Один ряд мы провязали с вами, и теперь нам нужно провязать по рисунку, как петли у нас располагаются, так мы и вяжем 6 рядов. В итоге у нас получится вместе с этим рядом, который мы вместе с вами провязали только что, 7 рядов. Встретимся, получается, в начале 8 ряда. 6 рядов я самостоятельно данной резиночки провязала. Один ряд мы с вами вместе вязали. Всего у нас сейчас провязано вот этой вот резиночки фиолетового цвета 7 рядов. И теперь мы будем вязать 8 ряд, и в 8 ряду мы будем вывязывать лепесточки. Лепесточки будут располагаться так же, как мы вязали вот в первой полосе. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, далее вяжу 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. И из следующей вот лицевой дорожки мы будем вывязывать наш лепесточек. Спускаюсь вниз на 7 рядов, ввожу крючок, подхватываю мою рабочую ниточку, вытаскиваю длинную петельку, набрасываю ее на правую спицу и регулирую ее, чтобы она получилась на уровень вязания. Далее ввожу крючок в 6-й ряд, вытягиваю длинную петельку и регулирую ее так, чтобы она получилась немного меньше, чем было предыдущая. Далее в 5-й ряд ввожу крючок, в 4-й ряд, 3-й ряд, 2-й ряд и 1-й ряд. У меня сейчас на правой спице располагается 7 вот таких вот длинных петель. Вот эту вот первую петлю с левой спицы я провяжу лицевой скрещенной.
И далее вот эти вот 7 петель мы набрасываем, как мы делали ранее. Сначала вот самую длинную петельку набрасываем на все остальные и спускаем. Затем вот вторая идет, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. У нас вот такой вот лепесточек с вами получился. Далее провязываем 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 изнаночные. И далее следующей вот этой вот лицевой дорожки мы вывязываем следующий наш лепесточек. Итого у нас по вот этой вот фиолетовой полосе получится 7 лепесточков. Довязываем 8 ряд до конца самостоятельно. Я, получается, довязала до конца 8 ряд. И у меня манжет моего слитка готов. Если померить в сантиметрах, высота моего манжета получилась примерно вот 9 сантиметров. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот этот весь манжет. И далее нам с вами нужно вывязать мысок. Данный манжет для всех размеров взрослых слитков идет одинаковый. Регулировать размер вашей ножки будем именно мыском слитка. Далее вот эти вот все петли, у меня их 49, я разделю на 3 части. Боковые части у меня будут состоять по 18 петель, мысочек наш будет состоять из 13 петель. И сейчас я перенесу вот эти вот 3 части петель на 3 разные спицы. Я мои петли перенесла на 3, получается, разные спицы. И сейчас будем вывязывать вот именно вот эти вот петли. Смотрите, рабочую ниточку фиолетовую обрезать. С изнаночной стороны начинаем вывязывать наш мысочек. Первый ряд будем вязать все петли изнаночные. Первую кромочную мы провяжем как лицевая, так как у нас меняется цвет. И далее провяжем все петли изнаночные. Мы с вами перейдем сейчас на ниточку серого цвета и будем далее вязать мысочек только серым цветом. Последняя петля будет вязаться у нас изнаночной. Второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная. Кончик серого цвета мы прячем самостоятельно по изнаночной стороне. И после того, как мы вывязали серой ниточкой вот эти вот 2 ряда, мы будем сейчас с вами приступать дальше вывязывать раппорт узора. Фиолетовой ниточкой мы с вами провязали 8 рядов узора. Серой ниточкой мы вязали с 9 по 16 ряд. Далее обратно фиолетовой ниточкой мы провязали с 1 по 8 ряд. И сейчас ниточкой серого цвета мы будем вязать с 9 по 16 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, и далее начинаю вязать резиночку. 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые. Последняя петля кромочная. Получается, вот этот 9 ряд мы с вами вместе провязали. Далее с 10 по 15 ряд мы вяжем все петли по узору. Как они располагаются, так мы и вяжем. Это получается 6 рядов. Встретимся в начале 16 ряда. Мы с вами будем вывязывать обратно листочки. Я самостоятельно, получается, вывязала с 10 по 15 ряд. Приступаем к вывязыванию 16 ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 изнаночные петли вяжу. И из следующей лицевой дорожки я буду вывязывать лепесточек. Спускаюсь вниз на 7 рядов, ввожу крючок в 7 ряд, подхватываю рабочую ниточку и вытаскиваю вот такую вот длинную петельку, переношу ее на правую спицу и регулирую, чтобы она была на уровень нашего вязания. Итак, мы должны сделать вот таких вот 7 длинных петелек. И после того, как мы из 7 дорожек подняли 7 петель, далее вот эту вот петлю с левой спицы я провязываю как лицевая скрещенная. Теперь подхватываю самую длинную первую петлю,
Набрасываю на все остальные петли и спускаю. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. У нас с вами получился вот такой вот лепесточек. Далее провязываем 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. И из следующей лицевой дорожки у нас будет вывязываться второй наш лепесточек. Вывязываем его самостоятельно. Далее у нас будут идти 2 изнаночные петли и кромочная. Встретимся, когда провяжем полностью ряд. Я, получается, довязала до конца 16 ряд. Далее продолжаем вязать мысочек, начиная с первого ряда нашего раппорта узора. Получается, первый ряд, кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые и кромочная. Получается, мы сейчас вывязали с вами первый ряд. Далее самостоятельно провязываем со 2 по 7 ряд включительно. Все петли вяжем по рисунку. Встретимся в начале 8 ряда. Я самостоятельно провязала, получается, со 2 по 7 ряд. И у меня сейчас идет 8 ряд, и в 8 ряду мы с вами должны вывязать лепесточек. Первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю 2 изнаночные петли, 1 лицевая и 2 изнаночные. Далее, получается, самостоятельно провязываете из вот этой вот лицевой дорожки лепесточек. После того, как вывяжете лепесточек, провязываете 2 изнаночные, 1 лицевая и 2 изнаночные. Последняя петля кромочная. Встретимся, когда провяжем самостоятельно весь ряд. 8 ряд я довязала самостоятельно до конца. Теперь сразу же приступаем к 9 ряду. Первую кромочную петлю я снимаю, далее 2 лицевые петли вяжу, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые. Последняя кромочная петля. Далее с 10 по 15 ряд включительно, это получается 6 рядов, вяжем все петли по рисунку самостоятельно. Как они располагаются, так мы и вяжем. Встретимся в начале 16 ряда. И далее в 16 ряду мы с вами будем вывязывать наши лепесточки. Получается, вывязываем самостоятельно также 2 лепесточка, как мы делали вот в первом случае. Я вывязала до конца весь 16 ряд. И после 16 ряда мы приступаем обратно к вывязыванию первого ряда. Получается, первый ряд, кромочную петлю мы снимаем, далее вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые и кромочная. Далее, получается, самостоятельно вывязываем со 2 по 7 ряд. Это получается 6 рядов по рисунку. И в 8 ряду мы вывязываем лепесточек. У нас будет один только располагаться лепесточек. Встретимся, когда вывяжем полностью 8 ряд, и у нас будет вот такой вот лепесточек. Я вывязала, получается, 8 ряд. Далее узор мой я больше не буду вывязывать, только осталось убавить мне петли на мысочек. Регулируйте размер ножки именно вот этой длиной мыска. Если померить в сантиметрах, мой мысочек примерно вот 11 сантиметров. Общая заготовочка 20 сантиметров. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами как раз таки вывязали одну полосу лепесточков, вторую, третью и четвертую. Вот первая, вторая, третья и четвертая. И далее нам осталось только убавить петли. Убавление петель примерно будут 2 сантиметра составлять. Полученную заготовку вы уже примеряете примерно на свою ножку. И вот этот вот мысочек должен закрывать ваш мизинчик.
Вот эти вот все оставшиеся пальчики закроют то расстояние, когда мы будем с вами убавлять петли на мысочек. Я вяжу мой следок на размер ножки 37-38. Размер ножки регулируется именно вот длиной этого мыска. Если вам нужен размер следка поменьше, тогда по длине вяжете свой мысочек меньше, чем у меня. Примеряете на свою ножку обязательно. И когда мы с вами будем поднимать петли по контуру нашей заготовки, у вас здесь по краю мыска будет петель меньше, и из-за этого у вас получится следок ваш меньшего размера. Соответственно, если вам нужен размер следка на больший размер ножки, тогда вы именно мысочек вяжете подлиннее, и когда мы будем поднимать петли по контуру заготовки, у вас по краям данного мысочка получится петель больше, чем у меня, и, соответственно, размер вашего следка получится больше. Регулируем размер ножки именно вот этим мыском. Получается, лепесточек располагается на 8 рядах. Если вам надо, допустим, не 8 рядов связать дополнительно, а меньше, тогда вы без этого листочка, просто обычной резиночкой, как это вязала я, вяжете необходимые вам сантиметры. Если вы уверены, что еще 8 рядов у вас ляжет ваш мысок, тогда вывязывайте спокойно еще лепесточки. Я, получается, лепестки свои уже не буду вязать. Я убавлю сейчас петли до 7 петель, чтобы у меня мысочек получился аккуратный и не сильно широкий. Получается, когда вы отрегулировали вот эту вот заготовочку для мыска под свой размер ноги, только тогда вы начинаете делать убавление петель. Первый ряд убавления петель в мыске. Первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю все петли по рисунку. 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые и кромочная. Второй лицевой ряд вяжете также все петли по рисунку самостоятельно. Третий ряд. И начиная с третьего ряда у нас будут убавляться петли. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вторую и третью петлю я провязываю как одну лицевую за нижние правые стеночки. Мы с вами убавили одну петлю. Далее вяжем 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И следующие 2 петли я также провяжу как 1 лицевая за нижние правые стеночки. Последняя петля кромочная. Четвертый ряд вяжете все петли по рисунку. Как они располагаются, так мы и вяжем. Встретимся в начале 5-го ряда. Пятый ряд. Первую кромочную снимаем. 1 лицевая, 1 изнаночная. Следующие 2 лицевые петли мы провяжем как 1 лицевая за нижние правые стеночки. Далее 1 изнаночная. И следующие также 2 петли лицевых мы провяжем как 1 лицевая. Далее 1 изнаночная, 1 лицевая и кромочная. Мы с вами убавили еще 2 петли. Шестой лицевой ряд вяжете все петли по рисунку. Встретимся в начале 7-го ряда. 7-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая. Далее вяжу следующие 2 петли как 1 лицевая за нижние стеночки. Далее провязываю 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И следующие 2 петли я также провяжу как 1 лицевая за нижние стеночки. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Последний 8-й ряд вяжем все петли по рисунку. Первую кромочную снимаем, получается 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные и кромочная. Мы убавили петли до 7 петель. Далее рабочую ниточку я обрезаю и будем приступать к вывязыванию подъема нашего следка. Общая длина нашего мыска с убавлениями петель составила 13 сантиметров.
Общая заготовочка 22 сантиметра. И после того, как мы вывязали с вами данный мысочек, мы будем сейчас набирать петли по контуру нашей заготовки и вывязывать подъем. Прикладываю ниточку серого цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее, получается, все петли я вывязываю лицевыми. Вот здесь вот, где лепесточек наш, хорошо подтягивайте ниточку, чтобы не образовывались дырочки в вязании. После того, как мы вывязали вот эту вот часть, мы сейчас будем по данному краю поднимать все петли. Получается, поднимаем петли из каждой кромочной петли. Ввожу крючок в первую серую петлю. За 2 дужки подхватываю рабочую ниточку, и у меня на крючке получилась 1 петля. Далее вот в следующую кромочную петлю ввожу крючок за 2 дужки, подхватываю рабочую ниточку, и получилась вот 2 петелька на крючке. И таким образом я буду поднимать все петли. Из каждой кромочной петли у меня будет поднята на крючок 1 петля. У меня по этому краю поднимется 20 петель. У вас это может быть другое количество петель, если вы вязали свой мысочек либо короче, либо длиннее. И после того, как мы, получается, поднимем все петли по данному краю мыска, я эти петли перенесу на мою рабочую спицу. Все петли по данному краю мыска мы подняли. Начинаем вывязывать вот эти вот 7 петель нашего мыска. Вяжем все петли лицевыми. Далее, таким же образом, как мы делали с этой стороны, мы сейчас поднимем эти же 20 петель в моем случае со второй стороны. Вводим крючок за 2 дужки кромочной петли, подхватываем рабочую ниточку, и у нас на крючке получилась 1 поднятая петля. В следующую кромочную петлю вводим крючок и поднимаем вторую петлю. И таким образом у нас должно по этому краю подняться в моем случае 20 петель. И после того, как мы эти 20 петель поднимем на крючок, мы их перенесем на нашу рабочую спицу. Петли по мыску я подняла, и нам осталось провязать вот эти петли. Смотрите, если вы вяжете так же, как и я, на круговой спице, и в некоторых местах вам неудобно вязать, вы можете делать из лески вот такую вот петельку в любом месте и далее продолжать вязать. Получается, вяжем вот эти оставшиеся петли все лицевыми. Мы с вами провязали, получается, один ряд ниточкой серого цвета и подняли все петли по контуру нашей заготовки. Если посмотреть на готовом слитке, у нас здесь 2 платочные дорожки серым цветом. Это 4 ряда лицевыми петлями. Один ряд мы уже с вами провязали. Осталось связать нам 3 ряда лицевыми петлями. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, вяжем лицевыми. Получается, второй ряд, первую кромочную петлю я снимаю, и далее я провязываю все петли лицевыми. Вот в этом месте, чтобы дырочки здесь не образовывалось, мы поднимем вот здесь вот протяжку, набрасываем ее на левую спицу, и вот эти вот 2 петли я провяжу как 1 лицевая. Хорошенько ниточку подтягиваем. И далее все петли вяжем лицевыми. В этом месте, когда мы довяжем, мы также поднимем на спицу протяжку и провяжем 2 петли лицевыми, так же как мы делали в первом нашем случае. Довязываем, получается, второй ряд до конца, и далее, получается, еще 2 ряда мы также провяжем самостоятельно все петли лицевыми. Третий лицевой ряд и 4-й ряд изнаночный. И у нас с вами получится 2 платочные дорожки ниточкой серого цвета. Встретимся, когда вывяжем все 4 ряда ниткой серого цвета. Сейчас, получается, мы вяжем второй ряд.
2 платочные дорожки и либо 4 ряда лицевыми петлями мы с вами вывязали серой ниточкой по контуру нашей заготовки. Теперь серую ниточку не обрезаем, присоединяем ниточку фиолетового цвета и фиолетовой ниточкой мы также провяжем 4 ряда все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня идет смена цвета, и далее все петли я провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля всегда вяжется изнаночной. Таким образом, получается, довязываете первый ряд до конца и далее самостоятельно вяжете второй, третий и четвертый ряд. Встретимся, когда вывяжем 4 ряда ниткой фиолетового цвета. Я, получается, фиолетовой ниточкой провязала пока что только 2 ряда. И в начале третьего ряда мы перекрутим ниточку серую с фиолетовой. У нас серая ниточка поднимется на один ряд выше, и благодаря этому у нас не будет образовываться сильно больших протяжек. Далее серую ниточку мы откладываем и продолжаем вязать еще 2 ряда, получается третий и четвертый ряд ниточкой фиолетового цвета самостоятельно. Я провязала самостоятельно, получается, фиолетовой ниточкой 4 ряда. Далее поднимаем серую нить, которую мы с вами оставляли. И теперь этой нитью мы провяжем еще 2 ряда по контуру нашей заготовки. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой. И далее все петли мы вяжем лицевыми. Таким образом довязываем, получается, первый ряд до конца самостоятельно и второй изнаночный ряд также вяжем лицевыми петлями. Встретимся, когда провяжем 2 ряда ниточкой серого цвета. Я вывязала подъем слитка. Если в сантиметрах, это примерно 2,5 сантиметра. И после того, как мы с вами вывязали весь подъем, все кончики, которые мне не нужны с этой стороны, где у меня рабочая ниточка находится, я все спрятала. И теперь мы с вами будем вывязывать подошву. Подошва у меня будет состоять из 13 центральных петель. Поэтому центральные 13 петель это будут составлять наша подошва. И вот эти вот все боковые петли, получается по 35 петель с каждой стороны, я буду убавлять. Первую петлю я снимаю не провязывая, и далее нам, получается, нужно провязать 34 лицевые петли. Если вместе с кромочной, это получится 35 петель. 35 петель вместе с кромочной я провязала, и далее приступаем к вывязыванию нашей подошвы. Вяжем первую петлю подошвы лицевой петлей. После первой петли сразу вешаем первый маркер. Далее вяжем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 8, 9, 10, 11, 12. И осталась последняя 13 петля. Между 12 и 13 петлей я вешаю второй маркер. И далее получается 13 петлю и 14 петлю я провязываю в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание. Первую петлю я снимаю не провязывая, она у нас идет уже как кромочная. Далее перебрасываю маркер, и до следующего маркера я вяжу все петли лицевыми. Довязали до второго маркера, маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей, так как это у нас изнаночная сторона. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону, рабочая ниточка у нас находится перед работой. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, и далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Перебрасываю второй маркер, и сразу после него, получается, в каждом лицевом ряду я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваю вязание. Первую кромочную петлю я снимаю, маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера я вяжу все петли лицевыми до второго маркера.
Маркер второй перебрасываем. И сразу после второго маркера, так как это у нас изнаночная сторона, я вяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей. И так мы повторяем далее. Получается, во всех лицевых рядах первую кромочную петлю снимаем, далее вяжем все петли лицевыми до второго маркера и сразу после маркера вяжем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. В каждом изнаночном ряду первую петлю снимаем, далее вяжем до второго маркера все петли лицевыми и далее после маркера вяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей. И так получается мы вяжем, пока у нас в самом конце с каждого края не останется по 5 петель. Я вывязала всю мою подошву до тех пор, пока у меня с каждого края не осталось по 5 петель. Плюс вот эти вот 13 петель, это петли подошвы. И сейчас мы будем с вами убавлять петли не только боковые, но и в петли в подошве. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, маркеры нам уже не нужны. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до второго маркера. У меня осталась одна петля до маркера, маркер я сниму и теперь провяжу, получается, 12 петлю, 13 и 14 петлю одной изнаночной, так как это у нас лицевая наша сторона. 3 петли вместе. Переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее вяжу 9 лицевых петель. И у меня на спице вот осталась предпоследняя петля подошвы, последняя петля подошвы и одна боковая. Вот эти вот 3 петли я провяжу 3 вместе одной лицевой, так как это у нас изнаночная наша сторона. И таким образом мы с вами убавляем петли не только боковые, но и петли в подошве. И далее вяжете самостоятельно, пока у нас не убавятся все боковые петли. Я убавила все боковые петли, и у меня подошва моя теперь состоит из 3 петель. И сейчас мы эти 3 петли провяжем вместе одной лицевой петлей. Но так как у меня рабочая ниточка находится перед работой, нам нужно ее перенести за работу. Для этого первую петлю я сниму, не провязывая, рабочую ниточку перенесу под спицу и первую петлю возвращаю обратно. Таким образом мы с вами перенесли рабочую нашу нить за спицу. И теперь провязываем 3 эти петли как одна лицевая за задние стеночки. Делаем вот эту вот петельку побольше. Далее рабочую ниточку обрезаем немножко больше, чем обычно, чтобы этой ниточкой сшить вот эти 5 платочных дорожек. И после того, как мы обрезали рабочую нить, мы ее продеваем через петлю полученную и затягиваем. Наша подошва готова. Останется сшить. Сейчас вдеваем в эту ниточку, которую мы сейчас только что обрезали, иголочку с широким ушком, и будем приступать к сшитию вот этой вот части. Я уже вдела в иголку мою рабочую нить. Будем сшивать не закромочные петли, сразу за кромочными петлями вот идут петли от платочной дорожки. Вводим иголочку в эту петлю снизу вверх с одной стороны. И также со второй стороны первую платочную дорожку. Она у нас серого цвета. Далее фиолетовую платочную дорожку вводим иголочку снизу вверх, задушку, которая располагается сразу за кромочной петлей. С одной стороны и также со второй стороны. Следующую платочную дорожку с одной стороны и также со второй стороны. И так сшиваем еще 2 платочные дорожки. Далее мы эту ниточку подтянем в разные стороны, чтобы убедиться, что следок ничего не стягивает и полотно хорошо тянется. Далее вот эту нитку, которая у нас сейчас где-то в иголку, мы
Переводим ее на изнаночную сторону, закрепляем по изнаночной стороне и обрезаем. И дальше будем сшивать ниточкой фиолетового цвета. Серую ниточку я уже спрятала по изнаночной стороне самостоятельно, кончик обрезала. И сейчас вдела в иглу нитку фиолетового цвета и будем сшивать вот эту вот часть, где у нас идет узор. И будем сшивать также не за кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой до дужки от изнаночных петель. Вводим иголочку за изнаночные вот эти вот дужки снизу вверх с одной стороны и также со второй стороны. С одной стороны, со второй стороны. Ориентируйтесь не на кромочные петли, а чтобы шов и шел равномерно и полосы между собой совпадали. Итак, вышиваете всю эту фиолетовую полоску таким вот образом. Иголочку вводите снизу вверх за вот эти вот изнаночные дужки от петли. И после того, как я сшила вот эту вот фиолетовую часть, я ниточку обратно подтяну, чтобы она у нас разровнялась. Далее эту нить спрячу по изнаночной стороне самостоятельно и продолжаю сшивать ниточкой серого цвета. Далее самостоятельно сшиваем вот эти вот две полосы. Таким же образом, как мы сшивали вот эту вот фиолетовую полосу. Шов очень красивый получается, ровный, аккуратный. И после того, как мы сшили полностью наш шовчик, спрятали все ниточки, вот такой вот шов красивый и аккуратный у нас получился. Так он выглядит с лицевой стороны. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.